В последние десятилетия Атлантическая зона все чаще становится рассадником одних из самых интенсивных и разрушительных ураганов в истории современности. Последний подобный шторм, ураган Мелисса, служит наглядным свидетельством эволюции силы природы и глубоких последствий изменения климата, от формирования в теплых водах Атлантики до широчайших разрушений, которые он нанес Ямайке и Кубе. Развитие Мелиссы и ее последствия подчеркивают критически важные вопросы, требующие глобального внимания. Ураганы формируются из тропических возмущений, которые возникают над океаническими регионами с достаточно теплыми водами, как правило, выше 26,5 градуса Цельсия, 80 градусов по Фаренгейту. Эти возмущения часто возникают из тропических волн, атмосферной неустойчивости и вариации сдвига ветра, все вместе создавая условия, благоприятные для развития циклона. В случае урагана Мелисса-шторм возник из организованной группы гроз, которая набрала импульс вдоль западного побережья Африки. По мере продвижения через Атлантику встречались все более теплые океанские воды, которые обеспечивали необходимый энергетический вход для его формирования. Космические снимки зафиксировали его первоначальное образование как систему низкого давления с неупорядоченными грозами, начинающимися концентрироваться вдоль определенного центра. В течение 24 часов метеорологи зафиксировали быструю интенсификацию, которую обеспечивали обильное тепловое накопление на поверхности моря. Этот процесс известен как взрывная циклоногенез и может приводить к тому, что тропические системы за считанные дни переходят из тропического депрессии в ураган. Для Мелиссы этот переход был стремительным, что подготовило площадку для беспрецедентного энергетического подъема. Условия окружающей среды способствовали развитию, низкому сдвигу ветра, высоким уровням влажности и благоприятному потоку атмосферы на верхних слоях. Эти условия не только ускорили формирование, но и подпитали его стремительную интенсификацию. В последующие дни шторм начал формироваться в симметричный, четко очерченный ураган с ясной глазной областью и спирально расходящимися облачными поясами, характерными для крупного урагана. Что делает ураган Мелисса особенно примечательным, так это и его экстремальная интенсивность и внутренние динамики, наблюдавшиеся на протяжении его жизненного цикла. Метеорологи и исследователи штормов используют данные спутников, зонтов-разведчиков и океанических буйков для анализа внутренней структуры шторма. Из космоса спутниковые снимки обнаружили необычайно симметричную и плотную облачную массу, которая вращалась к ярко светящему ядру. Шторм насчитывал диаметр более 600 километров, а верхние слои облаков достигали высот, которые порождали грозовые куполообразные структуры. Эти облака непрерывно развивались и заслоняли глаз, придавая Мелиссе характерный расплывчатый вид, однако с явными признаками мощного ядра. Данные миссии воздушной разведки зафиксировали устойчивые скорости ветра, приближавшиеся к 300 км в час, что ставило Мелиссу в верхнюю категорию атлантических ураганов, категорию 5-го уровня. Давление, зафиксированное в полетах-разведчиках, регистрировалось на исключительно низких уровнях центрального давления, что еще больше подтверждало силу шторма. Некоторые погодные модели предсказывали, что Мелисса могла достигнуть минимального центрального давления ниже 900 гектопаскалей, что указывало на крайне мощный ураган. Внутренние механизмы динамики демонстрировали черты, которые по-прежнему являются предметом научных исследований. Например, глазничная зона урагана показывала признаки необычайно компактной, но очень устойчивой структуры, указывая на интенсивный тепловой двигатель, работающий на максимальной эффективности. Грозовые формирования в его ядре демонстрировали огромные восходящие потоки и обширную молниеприятию, что добавляло шторму непредсказуемости. Ученые также наблюдали концентрические глазницы, дополнительные кольца гроз, обрамляющие главный глаз, что говорило о фазе структурной осцилляции, известной как цикла замены глазницы. Эти циклы могут временно ослаблять ураган,
но часто приводят к росту максимальной скорости ветра, способствуя колебаниям интенсивности Мелиссы. Зафиксированный взгляд в космосе облик Мелиссы был одновременно завораживающим и устрашающим. Плотные белые вихревые облака шторма создавали резкий визуальный контраст с глубоким синим океаном под ним. Высококачественные спутниковые снимки обеспечивали детализированные виды ее спиральных поясов, теней от осадков и зримого глаза. Эти изображения демонстрируют масштаб и мощь шторма, поскольку вершины облаков достигают высот, способных создавать серьезные турбулентности и молнии. Из кабины самолетов-охотников за штормами пилоты и ученые наблюдали за яростью шторма лично. Приборы на борту этих самолетов измеряли скорость ветра, давление, температуру и влажность, когда они напрямую входили в глазницы и дождевые пояса шторма. Эти измерения подтверждали оценки по спутниковым данным, показывая устойчивые ветры, приближающиеся к 300 км в час, и барометрическое давление около 920 гектопаскалей, близко к рекордным значениям для атлантических ураганов. Данные, собранные во время этих миссий, также предоставили представление о внутренней энергии шторма, показывая, что, несмотря на свой огромный размер, ядро Мелиссы было чрезвычайно эффективным в преобразовании тепла океана в механическую энергию. Эта мощная энергоядерная система поддерживала силу урагана даже по мере того, как он сталкивался с относительно прохладными участками океана и ростом ветров. Сочетание спутниковых изображений и воздушной разведки дает детальную картину структурных особенностей Мелиссы, ее силы и закономерностей движения. Эта информация необходимая для прогнозирования ее будущего траектории и возможных последствий. Первое приземление урагана Мелисса произошло на Ямайке, стране, которая исторически сталкивалась с разрушительными ураганами, но теперь переживала один из самых интенсивных штормов, когда-либо зарегистрированных. По мере приближения глаз шторма к острову, жители наблюдали с тревогой, зная репутацию шторма и его разрушительную мощь. Сердце ядра Мелиссы принесло почти постоянные ветры ураганной силы, стягивая деревья и разрушая здания на протяжении часов над островом. Прибрежные районы пострадали от крупных штормовых приливов. Волны обрушивались на пляжи и затопляли низменности, заполняя улицы, дома и критически важную инфраструктуру. Растительность была истреблена, энергосистемы региона были выведены из строя по всей широкой территории страны, оставив тысячи без электричества. Интенсивные осадки шторма в сочетании с медленным продвижением на север привели к тяжелым наводнениям, которые смывали дороги и мосты, изолируя сообщество. Обрушения склонов по горам произошли, похоронив дома и унесшие жизни. Экстренные службы приоритетировали спасательные операции и разместили убежища, но их усилия преграждала обломочная обстановка, непроходимые маршруты и продолжавшаяся суровая погода. Человеческая плата оказалась тяжелой. Власти сообщали как минимум о 7 подтвержденных смертях с многочисленными ранениями и пропавшими без вести. Тысячи жителей были вынуждены переселиться, и множество средств к существованию разрушено. Ущерб домам, фермам и критически важной инфраструктуре был беспрецедентным для Ямайки, что привело к национальному кризису. Экономическое воздействие также оказалось значительным. Сельское хозяйство понесло серьезные потери, особенно в плантациях бананов, сахара и кофе, в то время как туризм, важная отрасль, был серьезно затронут из-за аннулированных броней и уничтоженных курортов. Остров столкнулся с месяцами восстановления и реконструкции. По завершении испытания Ямайки ураган Мелисса продолжил западное направление и приблизился к Кубе, стране, которая часто испытывает удар атлантических ураганов из-за своего географического положения.
Правительство Кубы, хорошо знакомое с управлением бедствиями, начало крупномасштабные эвакуационные операции вдоль уязвимых береговых линий и гористых районов. Более 700 тысяч жителей было перемещено в укрытие в рамках подготовки к приближению шторма. Властями эвакуированы пожилые люди и те, кто проживает в зонах, подверженных наводнениям, в то время как команды подготовляли жизненно важные запасы, еду, воду, медицинские наборы и аварийное оборудование. Прогностические модели предсказывали, что шторм принесет обильные осадки в Кубе, до 50 сантиметров воды, около 20 дюймов, и в некоторых гористых регионах возможно выпадение до 65 сантиметров, около 25 дюймов. Такая аккумуляция представляла серьезную угрозу наводнений, способную затопить целые сообщества и перегрузить дренажные системы. Стратегия гражданской обороны Кубы была направлена на подготовку населения к выстоять шторм. Хотя страна имеет сложный рельеф и густонаселенные прибрежные зоны остаются уязвимыми, власти подчеркивали необходимость сохранять бдительность после официальных предупреждений и соблюдать приказы об эвакуации. Несмотря на превентивные меры, угроза оползней, внезапных наводнений и широкомасштабных отключений электроэнергии была значительной. Обильные осадки в сочетании с сильными ветрами угрожали транспортной системе и коммуникациям, усложняя спасательные и санитарно-спасательные операции. Исключительная сила урагана Мелисса не может рассматриваться отдельно. Климатологи подчеркивают, что рост глобальных температур напрямую способствует усилению интенсивности и частоты крупных ураганов. Чем теплее океаны, тем больше энергии доступно штормам для использования, процесс, который во многом определяется физикой передачи тепла. Текущие измерения показывают, что воды в Карибском бассейне и Атлантическом океане примерно на 2-3 градуса Цельсия, 3,6–5,4 градуса Фаренгейта выше своих долгосрочных средних значений. Эти повышенные температуры значительно увеличивают потенциальную энергию, доступную для штормов, таких как Мелисса, что позволяет им достигать более высоких скоростей ветра, сохраняться дольше и причинять больший ущерб. Кроме того, недавние исследования указывают на увеличение теплоемкости верхних слоев океана, где сосредоточена большая часть энергии урагана. Чем глубже и теплее эти слои, тем более продолжительным и мощным может стать шторм, даже если сдвиг ветра или другие атмосферные условия изменяются. Кроме того, изменение климата привело к сбою в планетарных ветровых схемах, которые управляют ураганами. Эти изменения порой позволяют мощным штормам дольше задерживаться над конкретными регионами или следовать необычными траекториями, увеличивая вероятность широкомасштабного воздействия. Классификация Мелиссы как одного из самых мощных зафиксированных ураганов Атлантики ставит ее в один ряд с такими штормами, как Дориан 2019 года и ураган в День труда 1935 года. Дориан, который разрушил Багамские острова, тоже достиг 5-й категории силы ветра с превышавшими 185 милями в час. Ураган 1935 года, повторно проанализированный с учетом современных данных, ныне признан как один из самых сильных своего времени. При зарегистрированных скоростях ветра более 200 миль в час, прогресс в спутниковых технологиях, начатых в 1960-х годах, и воздушная разведка за последние десятилетия позволили уточнить представление о пиковых мощностях штормов. Появление Мелиссы на этих исторических шкалах подчеркивает суровость сегодняшних климатических изменений, влияющих на активность ураганов. Предупреждения метеорологов, основанные на передовых моделях, существенно улучшились. Тем не менее, непредсказуемые факторы, такие как резкое усиление вблизи побережий или неожиданные структурные изменения, продолжают представлять собой проблемы для прогнозирования и подготовки к ним. Ураган Мелисса вынес предупреждение, которое охлаждает кровь. Изменение климата больше не является отдаленной угрозой, а становится реальностью здесь и сейчас с ощутимыми последствиями. Его огромная энергия, разрушительный путь и широкий человеческий ущерб
подчеркивают необходимость срочных действий по снижению выбросов парниковых газов. Влияние этого шторма на Ямайку и Кубу выявляет уязвимости инфраструктуры, готовности и устойчивости. Оно подчеркивает важность инвестирования в более умное, устойчивое городское планирование, системы раннего предупреждения и общественное образование. В конечном счете Мелисса является ярким напоминанием того, что самые могущественные силы природы действуют на временных и масштабах, требующих уважения и понимания. По мере того, как наша климатическая система продолжает нагреваться, подобные штормы, скорее всего, станут чаще и более мощными, что обязывает человечество адаптироваться быстро и решительно. Уроки урагана Мелисса выходят за рамки метеорологии. Они требуют глобального сотрудничества, научных инноваций и целостных усилий по устранению коренных причин изменений климата. Только тогда мы сможем надеяться минимизировать будущие последствия ураганов и сохранить безопасность и устойчивость уязвимых сообществ по всему миру.